Она вошла в кабинет с тем особым взглядом, который я видел только у врачей, потерявших веру в медицину. В глазах Елены отражался не просто страх пациентки. В них билась боль профессионала, который впервые усомнился в том, чему посвятил всю свою жизнь. Передо мной сидела молодая и красивая женщина 43 лет, заведующая гинекологическим отделением крупной клиники, автор научных статей о гинекологии, лапароскопии, гормональной терапии, лектор медицинских конференций. Но я видел не регалии. Я видел ее взгляд и тело, которые стали полем битвы собственными назначениями. Доктор, я 20 лет назначала женщинам гормоны и сама их пила как панацею от всех своих бед женских. А теперь сижу перед вами с букетом побочных эффектов от собственных же назначений. Эти слова прозвучали с горькой иронией в голосе женщины, которая всю профессиональную жизнь была убеждена в непогрешимости академической медицины. Я не смотрел ее медицинскую карту. Я читал историю болезни по телу. Сухая кожа рук рассказывала о годах приема синтетических гормонов. Напряженные плечи о бремени ответственности за тысячи неправильных назначений. Зажатое горло о невысказанных сомнениях, которые она годами подавляла. 5 лет у меня начались нерегулярные циклы, продолжала Елена, нервно перебирая свои медицинские справки, как четкие отчаяния. По привычке я назначила себе фомастон. Золотой стандарт, как мы говорили на кафедре. АМГ тогда был у меня 1,2, а ФСГ 18. Казалось, все логично – поддержать угасающую функцию яичников синтетическими гормонами. От себя скажу, она за своим собственным страхом потери молодости забыла, что фемастон нужен только для лечения климактерического синдрома у женщин, у которых нет никаких репродуктивных планов, не более того. Фемастон ничего не поддерживает, ничего не восстанавливает. В голосе Лены звучала профессиональная отстраненность, за которой пряталась человеческая боль. Я видел перед собой врача, который лечил себя так, как лечил других, по протоколу, без души, без понимания причин. 2 года я принимала фемастон, радовалась регулярным кровотечениям. Ее голос становился все более напряженным, словно струна, готовая вот-вот лопнуть. Я рассказывала пациенткам о преимуществах ЗГТ, писала статьи о качестве жизни на гормонах. А потом я решила проверить свою овуляцию и обнаружила ужасную правду. У меня не было циклов. Были только кровотечения, без овуляции, без желтого тела, без настоящей гормональной функции. В этот момент я понял, что передо мной не просто пациентка. Передо мной сидел врач, который впервые столкнулся с пропастью между симптомом и причиной. Фемастон создавал иллюзию здоровья, а яичники тем временем окончательно засыпали, как отделение больницы, в которое перестали поступать больные. При первом осмотре меня поразило, насколько ее тело отражало конфликт между профессиональными убеждениями и личным опытом. Это была живая, ходящая карта медицинских заблуждений. Каждый зажим, каждая напряженная мышца рассказывала свою историю. В области горла я ощущал плотный узел. Все те слова, которые она не смела произнести коллегам, все сомнения в правильности общепринятых методов. Руки холодные, с ломкими ногтями. Они свидетельствовали о нарушении кровообращения, которое развилось на фоне длительного приема синтетических гормонов. Кокова, потом ЗГТ. Но больше всего меня поразила область малого таза. Там царила мертвая тишина. Не просто угасание функции, а настоящее отключение.
словно органы перешли в режим глубокого сна, анабиоза. Яичники молчали, как заброшенные отделения больницы, в которых когда-то кипела жизнь. «Знаете, доктор», — сказала она на втором сеансе, впервые сняв свою профессиональную маску, «я боюсь признаться перед коллегами, что была не права. 20 лет я строила репутацию эксперта по гормональной терапии. Я получала большие деньги от фармкомпаний. Как я могу сейчас сказать, что методы, которые я пропагандировала, могут быть вредными? Это разрушит не только мою карьеру, но и доверие пациенток». В ее голосе звучал не страх осуждения. Звучал ужас человека, который вдруг понял, что всю жизнь шел не по той дороге, не в ту сторону, и что за ним шли тысячи женщин, доверивших ей свое здоровье. Еще страшнее признать то, что я могла навредить тысячам женщин, добавила она, и в ее глазах появились слезы. Первые, настоящие слезы за долгие годы профессиональной отстраненности. Сколько пациенток получили от меня фимостон, думая, что восстанавливаю здоровье, а на самом деле подавляли собственную гормональную функцию. Сколько женщин потеряли последние шансы на естественное материнство из-за моих научно обоснованных назначений. Это был момент нравственного кризиса, который переживает каждый честный врач. Когда понимаешь, что лечение может быть хуже болезни. Когда осознаешь, что твоя медицинская гордыня стоила здоровья реальным людям. Используя технику с образами, я попросил Елену представить свою репродуктивную систему в виде больницы. Это больница, где врачи лечат симптомы, а не устраняют причины, сказала она после долгого размышления. Пациенты – это мои яичники. Они получают сильнодействующие препараты, которые маскируют болезнь, но не излечивают ее. А настоящий доктор – это моя внутренняя мудрость. Он изгнан из больницы как шарлатан. Этот образ стал ключом к пониманию ее состояния. Годы медицинского образования научили ее не доверять интуиции, подавлять внутренний голос, который постоянно ей шептал. Что-то не так, что-то не так. Она изгнала из себя мудрость тела, заменив ее протоколами и стандартами. Работая с ее медицинской биографией, я понимал масштаб ее внутреннего конфликта. После института я полностью доверилась академической медицине, рассказывала Елена. Профессора говорили, альтернативная медицина – это шарлатанство. Только фармакология может дать предсказуемый результат. Я свято верила в протоколы, в доказательную медицину, в силу синтетических препаратов. Психологический корень проблемы скрывался в ее страхе выйти за рамки признанной медицинской парадигмы. Выйти за рамки. В медицинском сообществе существует особая форма давления. Любое отклонение от стандартов воспринимается как профессиональная несостоятельность. А сомнения в эффективности общепринятых методов расцениваются вообще ужасно. Расцениваются как предательство науки. Когда я поняла, что фимостон не восстанавливает и подавляет функцию яичников, у меня началась настоящая депрессия, продолжала она. Я перестала назначать его пациенткам, но не знала, что предложить взамен. Коллеги недоумевали, пациентки требовали привычных назначений, а я чувствовала себя врачом, который разучился лечить. Телесная диагностика подтверждала типичную картину длительного приема синтетических гормонов. Нарушение работы печени от постоянной нагрузки по метаболизму чужеродных веществ, проблемы с желчным пузырем, повышенная
свертываемость крови, отеки, перепады настроения. Тело превратилось в музей из побочных эффектов. Терапию с ней мы начали прежде всего с пересмотра ее понимания медицины как науки. «Елена», — сказал я ей, — «настоящая наука не боится признавать ошибки и искать новые подходы. Вы же знаете, Коперник тоже когда-то считался еретиком за утверждение, что Земля вращается вокруг Солнца. Может быть, ваши сомнения в гормональной терапии – это не отход от науки, а движение к более глубокому пониманию? Как вам кажется?» Когнитивно-поведенческая терапия помогла выявить множество ограничивающих убеждений, которые работали в ней, как вирусы в операционной системе ее сознания. Вот они. Только синтетические препараты эффективны. Второе убеждение. Альтернативная медицина шарлатанства. Или еще одно. Признание ошибок разрушит мой авторитет. Или пациенты не поймут изменения в подходе. Коллеги отвернутся от меня. Еще одно убеждение. Естественные методы не имеют научного обоснования. Каждое из этих убеждений мы рассматривали как медицинский миф, который требует критического анализа. Я объяснял ей: «Елена, медицина должна служить не протоколом, а человеку. Врач не исполнитель инструкции, он исследователь, который ищет лучший способ помочь конкретному пациенту. Давайте представим, что ваше тело – это не объект для медицинских вмешательств, а мудрый пациент, который знает, как выздороветь, как поправиться, как вернуть здоровье», – предлагал я ей. Роль врача не навязать лечение, а создать условия для самоисцеления. В чем разница между подавлением симптомов и восстановлением здоровья? Особенно сложной была отмена фемостона. Я боялась синдрома отмены, приливов, депрессии еще больше, признавалась Елена. Но еще больше я боялась, что без гормонов мои яичники окончательно отключатся. Это был страх врача, который не верит в способность организма к самовосстановлению. Мы проводили постепенную отмену под контролем фитотерапии и специальных телесных практик. Каждый день без синтетических гормонов – это возможность для ваших яичников вспомнить свою собственную функцию, объяснял я ей. Представьте, что вы не лишаете тела поддержки, а убираете костыли, которые мешали ему ходить постоянно. Представьте. Елена поначалу все воспринимала скептически. Где доказательная база? Где рандомизированные исследования, спрашивала она, изучая состав фитотерапевтического сбора из лекарственных трав. Как растения могут заменить точно дозированные синтетические гормоны? А потом, когда я изучила фармакологию каждого компонента, я была поражена, рассказывала она через месяц. Фитоэстрогены витекса действительно влияют на гипоталамо-гипофизарно-яичниковую ось. Сапонины красной щетки поддерживают функцию надпочечников. Это не бабушкины сказки, говорила она, а серьезная биохимия. Телесные практики, она боялась, стыдилась своего тела. Телесные практики стали настоящим открытием. Специальный остеопатический массаж области яичников и урогенитальные висцеральные манипуляции, работа с рефлекторными точками сначала казалась мне ерундой, говорила она. Но когда через 2 недели я почувствовала покалывание в области левого яичника, которого не было почти год, я поняла, тело действительно откликается на ваши прикосновения. А я наблюдал, как постепенно оживает ее тело. Сначала появилось тепло в ладонях. Это первый признак улучшения кровообращения.
Потом начали разглаживаться морщины напряжения вокруг глаз. Голос стал мягче, движение плавнее. Дыхательные упражнения мы адаптировали под ее медицинское мышление. Каждый глубокий вдох улучшает кровоснабжение органов малого таза, объяснял я. Это физиология, а не эзотерика. Гипоксия – один из факторов угасания функций яичников, а правильное дыхание, то есть естественная оксигенация и правильная гипоксия, помогают им. Удивительно, но дыхательные практики действительно улучшили мое состояние, удивлялась она. Ушли приливы, стабилизировалось настроение, улучшился мой сон. И это без единой таблеточки, говорила она. Тело начинало говорить на языке ощущений, а не симптомов. Каждая клетка словно просыпалась после долгого медицинского сна, анабиоза. Особый прорыв произошел, когда Елена прошла мой мастер-класс, который так и называется «Как мягко, без гормонов и побочных эффектов снизить ФСГ, улучшить АМГ, восстановить здоровье и продлить молодость и фертильность натуральными способами». Доктор, ваш мастер-класс стал для меня медицинским откровением, рассказывала она на следующей встрече с горящими глазами. Когда вы объяснили биохимию стресса и его влияние на гипоталамо-гипофизарную, яичниковую и еще надпочечниковую ось, я поняла, мы лечили следствие, а не причины. Повышенный ФСГ – это не болезнь, требующая подавления, а сигнал в том, что яичники нуждаются в поддержке. Ваши объяснения работы терапии возрождения, релив-терапии, произвело революцию в моем понимании гинекологии, продолжала она. Я всю жизнь думала, что психосоматика – это что-то несерьезное. А оказывается, эмоциональные блоки в области таза нарушают кровоснабжение и иннервацию репродуктивных органов. Дыхательные техники из мастер-класса я начала делать прямо в кабинете между пациентками, делилась Елена. Елена Михайловна делилась. Техника 4-7-8 стала моей единственной помощью при стрессе. А просто дыхание по квадрату помогает сосредоточиться перед сложными операциями. Коллеги заметили, что я стала спокойнее и увереннее. Телесные упражнения для активации яичников ваши я делаю каждое утро, восхищалась она. Особенно потрясла меня работа с китайскими точками активации яичников. Как врач я изучала анатомию, но никогда не думала об энергетических каналах. А когда я начала массировать эти точки и почувствовала ответную реакцию яичников, это было как открытие нового измерения в нашей современной медицине. Фитотерапевтический рецепт из вашего мастер-класса стал основой моих новых назначений, призналась она. Я изучила каждый компонент с точки зрения доказательной медицины. Оказалось, что многие растения имеют серьезнейшую научную базу. Например, витек священный снижает пролактин, благотворно воздействует на яичники. Красная щетка поддерживает функцию надпочечников и не только яичников, а шалфей содержит природные фитоэстрогены. Это настоящая фармакология, говорила она, только природная. Но самое важное – понимание того, что организм способен к самовосстановлению, когда создаешь для этого условия, размышляла Лена. Мы годами подавляли симптомы, а нужно было просто устранить причины и поддерживать естественные процессы. К 5-му месяцу после отмены фемостона и применения методик из мастер-класса произошло то, что она называла медицинским чудом. Контрольные анализы показали, АМГ поднялся до 1,4, был 3, ФСГ снизился до 15, хотя был 38,7. Но главное, у нее появились признаки овуляции. Впервые за годы приема гормонов у меня настоящий овуляторный цикл, радовалась она.
Я проследила сама по УЗИ рост фолликула, овуляцию, формирование желтого тела. Мои яичники проснулись, они вспомнили, как работать без костылей в виде гормонов в таблетках. Но изменения коснулись не только репродуктивной системы ее. Ее кожа стала более увлажненной, упругой, ногти крепкие, волосы блестящие, исчезли отеки, нормализовался вес, повысилась либидо, влагалище стало влажным. Я поняла разницу между искусственным поддержанием функций и их естественным восстановлением, рассказывала она. Синтетические гормоны – это протезы, которые заменяют работу органов. А натуральные методы – это, например, фитотерапия для органов, которая помогает им восстановить собственную функцию. Трансформация коснулась не только ее здоровья, но и ее профессиональной деятельности. Елена открыла свой собственный медицинский центр и начала внедрять новые подходы в свою практику. «Я больше не назначаю гормоны автоматически», – рассказывала она. «Сначала я выясняю причину нарушений, предлагаю естественные методы восстановления. Многие пациентки удивляются, но результаты работы говорят сами за себя». Коллеги поначалу крутили пальцем у виска, когда я рассказывала о фитотерапии и телесных практиках у Павла Эдуардовича, смеялась она. Но когда увидели мои анализы до и после, а потом результаты пациенток, стали сами интересоваться методиками. Несколько моих коллег, женщин, уже прошли ваш мастер-класс, говорила она. Особенно впечатляющим были результаты пациенток. Женщина, 39 лет, с АМГ 0,4, после 3 месяцев применения методов из мастер-класса у нее АМГ поднялся до 1,1, рассказывала Елена. А пациентка 45 лет с истощением яичников восстановила регулярные циклы без гормонов. Вы знаете что, Павел Эдуардович, таких случаев у меня десятки. И самое удивительное, что женщины стали более активными в процессе своего лечения, наблюдала она. Раньше они пассивно принимали назначенные таблетки, препараты, а теперь учатся слушать свое тело, делают упражнения, следят за циклом. Они становятся авторами своего собственного выздоровления. Елена начала проводить семинары для коллег о более разумном и позитивном подходе в гинекологии. Я показываю, как сочетать достижения современной медицины с естественными методами восстановления, рассказывала она мне. Это не отказ от науки, это ее развитие. Мы можем диагностировать высокотехнологично, а лечить бережно и естественно. От себя скажу, что я не отказываюсь от гормонотерапии, я не против ее, потому что в некоторых случаях она просто необходима, просто необходима. Знаете, доктор, сказала она мне во время одного из уже поздних визитов, я поняла главное. Настоящий врач – это не тот, кто знает все протоколы наизусть, а тот, кто умеет слушать природу пациента, свою и окружающего мира. Медицина должна не воевать с симптомами, а сотрудничать с естественными процессами исцеления. Мой опыт с фемостоном научил меня не доверять слепо золотым стандартам, размышляла она. Каждый препарат, каждое назначение должно быть оправдано не только протоколом или протоколами, но и здравым смыслом. А главное, врач должен помнить основной принцип медицины – не навреди. Елена стала активным пропагандистом позитивного подхода в медицине, доказывая на собственном примере и результатах пациенток, что психотерапия и естественные методы могут быть не менее эффективными, чем синтетические препараты, но при этом безопасными и направленными на истинное восстановление здоровья. Наблюдая за трансформацией Елены, я понимал, когда врач исцеляет себя, он начинает по-настоящему
лечить других. Медицина без души превращается в фармакологию, а медицина с душой становится искусством возвращать жизнь. История Елены – это не просто история одного врача. Это история о том, как честность перед собой становится началом настоящего исцеления. О том, как признание ошибок открывает путь к истине. О том, как возвращение к природе возвращает нас к самим себе. Каждый день в своей практике я встречаю женщин, которые устали от бесконечных назначений, от гормонов, от побочных эффектов, которые обещают исцеление, но приносят новые проблемы. Женщин, которые потеряли веру в то, что их тело и они сами способны быть здоровыми. Если вы тоже чувствуете, что устали от фармакологической карусели, от страха, от отчаяния, помните, ваше тело не сломано. Оно просто ждет, когда вы позволите ему вспомнить, как жить. Я приглашаю вас на индивидуальную онлайн-консультацию. Мы разберем ваши анализы, симптомы и психологические, эмоциональные, психосоматические корни ваших проблем. Научим тело заново дышать, чувствовать, меняться. Потому что здоровье – это не борьба с болезнью, это союз с собственным телом. А если вы хотите начать уже путь самостоятельно, приходите, записывайтесь на мой мастер-класс онлайн в записи, который помог уже Елене, врачу, и тысячам женщинам восстановить свое здоровье. Он так и называется. Как мягко и безопасно снизить ФСГ, улучшить АМГ без гормонов натуральными способами. Там я подробно объясняю, как восстановить репродуктивную функцию естественным способом, через дыхание, питание, психоэмоциональное равновесие, фитотерапию, телесные практики и многое другое. После него вы поймете, что здоровье – это не случайность. Это результат действий и правильного отношения к своему телу. Подпишитесь на мои каналы в YouTube, Дзен, Рутуб, ВКонтакте, в Телеграм, в Одноклассниках, чтобы не пропускать новые истории о женском здоровье и исцелении без насилия над телом. Помните, каждое тело хранит в себе мудрость самоисцеления. Нужно только научиться эту мудрость слышать и слушать. А сейчас я вам говорю спасибо, что посмотрели это видео до конца. Поставьте лайк, напишите позитивный комментарий, мне будет очень приятно, вам будет очень приятно. И как всегда, я желаю вам счастья. Всегда ваш доктор Павел Сапего.